Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем играть за баскетболиста Тони, да, будем его прокачивать на 13 уровень. Хоть он и не самый хороший персонаж, но все равно давайте сделаем это, там не особо много прокачек не будет. Хотя, наверное, все равно будет так, в 1050, наверное, прокачка этого прекрасного зверя. Почему? Потому что 13 уровень уже доступен, то есть мы сейчас его прям лутаем, а дальше я хочу взять вот 30% на лук. Вообще бы еще на копье взять, но не хочу. Слишком дорого будет, потому что там, смотрите, 12 тысяч. 16 тысяч, то есть 30-ку еще тратить чисто на 15% копье, ну такое. Поэтому мы качаем тоника. Получает он целую 1000 хп. 7500 у него хп становится. Жирненький. Хотя, может и нет. Сложно сейчас вообще ориентироваться, кто толстенький, кто нет. Возьмем лук и возьмем эти два атрибута. На копье, на дробовик. Блин, ну вот. Ну там пулемет лук, поэтому это большой урон на самом деле. 30% это очень жесткий буст. За 18 тысяч мы его берем. Да, все-таки на это, ради этого я готов. И вот эти вот два атрибута тоже берем по 8000. Они приемлемо меня бустанут. Да, именно так. Ну и дальше отправимся распределять атрибуты. Итак, лук у нас, конечно, атрибутов не получит, но я подумаю, возможно, мы сбросим вот так вот, 2%, и сделаем немножко скорость. Скорости, чтобы было чуть-чуть, но поприятнее стрелять и побыстрее с луком. Опять же, вот у него достаточно быстрый лук, это даст ему еще более быстрые... Ну, пульки вылетают, короче. Стрелы, да, именно так, стрелы. Пульки с лука, конечно. Итак, один атрибут на копье. Отбрасывание бесполезно, поэтому качаем, конечно же, дальность. 3%, все дела. И остался у нас дробовик. Для дробовика, наверное, лучше всего сделать 3% перезарядки, 5% дальность, 12%, блин, а что? Ладно, давайте возьмем дальность, пока я в скорость дробовиков не верю, поэтому берем пока дальность, чтобы бахал прям, ну 41% это значительно, очень крутой буст. Тем более Тони дабл дробовик, это прям бустит хорошо. Итак, Тони готов, погнали его качать по рейтингу, потому что тоже надо будет сундучки открывать, у нас вышел новый персонаж, которому нужны предметы, блин, я их не успеваю качать, разрабы так душат с этими персонажами. Ой, это просто нечто. 30 персов в игре, 30. А нормального способа получения до сих пор нет, ну кроме обуза двухдневного ивента. Такие вот дела, это очень странно. 3 хамелеона в команде и панда. Ай, ладно, я не хамелеон немножко, 2 хамелеона в команде. И панда. Ой, и Тони, да. Прям лучшая команда в мире. Ну ничего, сейчас попробуем затащить. У нас есть 3 бота. У нас есть золотой дроп. У нас есть Гиги. Гиги. Давайте попробуем на стенку отправить, может на стенку бьет. О, смотрите, бьет. Сейчас раздолбит. Все, раздолбило, красиво, жестко. Хотя там уже Джейд пассивкой задушила, но не важно. Итак. Ботик вообще снизу был, ну ладно, пойдем сюда. Пока что я на Гиги к себе привяжу, оставлю ее так. Пригодится. Нет у нас дробовика пока что. Давайте взглянем, что у нас по луку получилось. Хорошо, лук хорошо стреляет, скорость высокая. Приятненько. У меня, кстати, у Тони, если что, Гиги обладает такой штукой, как... Блин, да без дробовика драться, конечно, очень интересно. Вот там баг 13. Я, кстати, на него повесил, он теперь замедляется очень жестко. Я могу его просто с лука расстреливать. Нужно играть вот здесь, вот сейчас. Нужно бахать как-то, нужно баков сейчас убивать вот этого. Отлично, одного бака я убил. Теперь нужно этого бака убить. Попытаться. Ой-ой-ой, надо хилиться срочно аптечкой и убегать. Так. Ой-ой-ой, хорошо, что меня откинули. Блин, чего у них у всех там дефибриллятор есть? Я не понимаю. Откуда у них у всех там дефибрилляторы? Похилимся еще раз. Бака нужно сейчас срочно добивать. И резать мою команду прекрасную, денег. Блин, я сейчас не убегу. Панда, резни срочно. Срочно резни, братан. Просто резай. Блин, хамелеон бесполезный. Какой же у них баг вот этот просто. Он так затащил весь бой. Ай. Такая команда нулевая. Это просто... Ай. Я сделал ошибку, что ворвался, нужно было просто стрелять. Просто стрелять и все до конца. Но я что-то думал, успею. Успею резнуть. Но эти бесполезные, они просто умирали. Спокойно, не бомбить. Ну, опять же, я сразу сказал, 2 хамелеона гениальных и панда. У меня там было все закончено, плюс у меня не было дробовика. Все-таки минус одно оружие, это очень сильно зарешало, даже с тем, что у меня было 2 аптечки. Нас почему-то сквад разбросало по всей карте, очень интересно, почему. Да, очень. Ну, кстати, вот, дальность дробовика у Тони, вы сами еще только что видели, достаточно высока. Давайте еще раз глянем на эту дальность.
капец. Ну, это бронзовый, но, в принципе, для ближнего боя этого достаточно. Очень хорошо достаточно. С этим будем сейчас играть. У нас есть хорошие лиски. Лиска, лук пока что такой себе. Надо намекнуть ребятам, чтобы пошли за мной. Так. Намекнул, как мог. Теперь пойдем за ботом. Ботика тут тоже был золотой лук. Ну, в принципе, мы и так залутали, уже не важно. Сейчас долутаем немножко ботов. А теперь нам нужно найти противника и победить. Ну, кстати, видите ли, вот в прошлом бою я неплохо сражался против Бака 13 уровня на Тони. Неожиданно, да? Тони способен держаться против Бака 13 уровня. Но опять же, я на него направил гиги, он из этого медленно бежал, поэтому у него было, так сказать, очень большое не преимущество, да? Минус очень большой у Бака был. И поэтому он не мог себе позволить чего-то очень жесткого. Так, тут у нас есть Лизи, которая просто уснула, которую мы красиво развалили. Пингвинфази из канистрогили. И сейчас мы тут сквадик развалим. Какой-какой. Так, змеюку надо хорошенько вынести, а то будет мешать. Очень сильно мешать будет. Красиво я под гранатку подлез, да? Да как Никс так быстро лутает? Ну, что ты такой шустрый? У нас Джейд. Ну, это на 14 Лизи будет, скорее всего. Другого варианта я просто действий этих не вижу. Змею сейчас будем дожимать. Скорее всего. О, попробую я лука отжать сейчас. Ну да, конечно, Никс. Как убить союзника, а? Надо гайды какие-то сделать, чтобы научиться убивать союзников. Вот реально, ну так бесит это постоянно. Постоянно не лутают эти легендарный дроп. Постоянно я без легендарного дропа остаюсь. Капец там гиги отстает жестко. Джей, до свидания. Добиваем. Добиваем. Ну, изи победка за счет Лиски, за счет меня. Никс, не знаю, полезно он тут или нет был. Для меня это неизвестно. Опять же, отправляемся дальше. У нас осталась парочка недобитых противников, которые вон там что-то сверху сражаются. Направим на гиги на Никса. Она за ним полетит. Наверное. А может нет. Ну блин, слишком медленно летает. Это очень большой минус этого персонажа. То есть, когда вы дефаетесь, окей, это норм. Когда вы не дефаетесь, это, конечно, печально. Потому что, чтобы замедлить, гиги нужно догнать противника, если я не ошибаюсь. То есть, без того, чтобы догнать, она ничего делать не может. То есть, ни продамажить, ни замедлить. Ничего. Давайте добивать змею. Ну, конечно, автоатака решила стрельнуть вверх. Гениально. Ладно, куда стрельно, туда стрельно. Что есть, то есть. Ну, видите, Тони изи тащит. Как-то я его недооценил, что ли, может, раньше. Может, он не такой плохой, как Волк. Да и Волк, на самом деле, вот я недавно играл, не так уж и плохо. То есть, такое, знаете, ну, не сказать, что имба, ну, не... Ну, короче, хуже среднего, в общем, вот. Хуже среднего это где-то Волк. Тоник, наверное, средний все-таки. Если смотреть на всех имб, которые у нас есть в игре, да, это средний уровень, наверное. Опять же, не понимаю, почему делать таких всех имбовыми, а Тони там с Волком такие вот недоимбы. Не знаю, для меня это секрет. Хотя, может, разработчики, наоборот, так думают, что если сделать их лучше, то они слишком будут имбовать. Типа как Джейд. Вот Джейд уже сколько там? Раза два понерфили, потом бустанули, потом снова понерфили, потом снова... Не, и потом все. И на этом сейчас закончилось. Нерф Джейд. Почему так, не знаю. Слишком имбовая. Но разрабы ее все равно вот вроде бы пофиксили, да, она стала хуже. А в реальности какая была имба, такая и осталась. Ой, ё-моё, какие мы жесткие. Так, нужно отойти красивенько. Ну, чем я могу сделать, а? Ну, блин, это нереально. У меня больные в команде, а у них адекватный черепах с Джейд. Вдвоем просто стоят и все. И убивают меня одного. Ну, что я могу сказать? К сожалению, мои гении в команде не смогли в мозг. Да, слишком сложно, наверное. Это просто надо же было стоять и стрелять в черепаха, когда он сидит не в активном навыке. Как сложно! Как сложно! Да, нереально, просто сложно, ребятки, но моя команда с этим не смогла справиться. Они просто разбежались, кто-то умер, ну и все. Та-дам! Да, идем дальше. Идем искать прекрасных команд. Да, и прекрасный баланс, который, возможно, когда-нибудь в Зубе появится. Спустя, может, 4 года, может 5, может 100. Интересно, когда же в Зубе появится баланс? Делайте ваши ставки.
Не, на самом деле он должен появиться уже скоро. Ну, относительно... Да, скоро это полгода. Логично. Так всегда можно говорить. Потому что все знают скорость зуба. Кстати, у тоника есть же такая штука. То есть, точнее, не у там самого тоника, а у Гиги. С первобытным инстинктом оно дает ускорение. То есть, тоник, когда на себя направляет Гиги, она его ускоряет. То есть, я сейчас бегаю под ускорением. Но есть один момент, мне нужно забегать самому на свой, так сказать, вот этот вот след Гиги, да. Именно он ускоряет. То есть без забегания на след ускорения не будет. Это нужно понимать и запоминать. То есть тоже микромомент, который нужно контролить постоянно, чтобы было все норм. Итак, легендарного бота убил жираф, и ничего не залутали. Пока непонятно. Что они там залутали? Бота я почти убил, да, смог. Так, там противники. Никса ловим, пытаемся убить. А Брюсик нам еще не сделает, потому что он один, а нас много. Так, нужно отойти красивенько. Сейчас похилиться за счет Гиги. Так, пока что хилимся за счет Гиги. Можно аптечку заюзать и убить, шотнуть Брюса. Так, убиваем пока что красивенько. Всех и вся. Проблема в том, что меня сейчас могут убить, если я не добью сейчас этого Брюсика слабенького уровня. И не ворвусь в этих гениев. Потому что пока моя команда будет там всех спасать, мне нужно врываться и убивать. Ну все, я их отогнал, теперь можно болтаться, отхилиться, все, теперь норм. Ну вот видите, вот моя хамелеонка у меня, он просто стоит сейчас. Нужно как бы идти драться, точнее, ну идти что-то делать, он стоит. Ну, вот такие вот хамелеоны прекрасные в нашей игре. Ну, ладно, низкий уровень, новичок, ничего страшного. Я, в принципе, нормально к этому отношусь. Ну, с пониманием, да, с пониманием. Привык уже к этим неадекватам. Ладно, что есть, то есть. Всегда мы тоже такими вначале были, наверное. Кто-то был, а кто-то не был. Итак, противники наши сбежали, скорее всего, где-то в кустах сидят, прячутся. А у меня золотой лук есть и золотой дробовик. Кстати, вот, дальность золотого дробовика у 13-го Тонис прокачанный. Капец, как он умер? Как они это делают? Резнуть или нет? Не будем. Бесполезно. Бесполезно. Нужно уходить сейчас с зоны. Так, возьмем его скоро от Гиги и пойдем бьем Никса. А, жираф тут еще. Отлично. Ускорим тоже наших союзников. Так, тут кто-то еще бахал, я видел. Ага, вот они. Что ты, гений, куда ты бежишь? Пока что просто отпугнем их, мне аптечка не нужна, в принципе. А жирафа, я думаю, смогу и шотнуть. Так-то. Капец, смотрите на этих просто гениев. Они просто себе стоят на островке и думают, что меня смогут тут что-то сделать. Так, Никса убиваем отличным образом. Лутаем легендарное копье. А как они тут поумирали, я просто не понимаю. Ага, я тут один, понял, прикольно. Да как вы успели забрать легендарную... Ой, аптечку? Как же жираф этот бесит. Сейчас его убью, а то он меня уже задолбал. Как же меня моя команда бесит, мне слов. У меня кнопки залипли. А, на секунду, ладно, повезло. Да кнопки не залипают, ну смотрите просто на панельку. Жесть, я прыгаю кого-то убивать, мне кнопки залипают. Это что, баланс такой им подкручивать, что ли? Серьезно? Так, панда минус. Жираф следующий на очереди. Давай, до свидания, друг. Я сказал, давай, до свидания. Фу, капец, как же душно было. Вы видели? Просто вчетвером меня одного душили, пока моя команда просто... Что она делала? Вы видели? Стояла в кустах и сама по себе умирала. Они же даже ни с кем не дрались. У меня просто слов нету. Просто нету слов. Какие беспонтовые. Ой. Просто, ну хоть кнопки нажать, ну, это же несложно. Думал я, когда заходил в командный бой. Но моя команда думала по-другому. Ладно. Тяжело быстрее, я, наверное, попробую его, так сказать, за кадром добустить, потому что, ну, хотя бы до 1100. Но Тони хорош. Тони хорош. Вот этот лук с этой очень жесткой КДшкой позволяет очень много ДПСить. За счет этого побеждать даже сильных противников. Того же Бака это до 13-го развалил. То есть персонаж средний, да.
А вот волк пока что, наверное, ниже среднего. Но опять же, вдруг он раскроется чуть попозже. Может быть, разрабы его скрытно бустанут. Это ж разрабы, да? Зуби, они только так, наверное, и делают. Потому что у нас уже патча с балансом не было. Ну, чтобы не обмануть полгода, а то и год. Такие вот дела. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.